В глухих лесах Забайкалья, где время словно остановилось и природа царит в своем первозданном состоянии, жил обычный фермер по имени Алексей. Он был человек добрый и отзывчивый, с любовью обращавшийся как с полями, так и с лесными обитателями. Каждое утро, когда первые солнечные лучи пробивались сквозь густую листву деревьев, Алексей выходил на своих просторах, с нежностью встречая улыбку природы. Сначала он занимался работой на ферме, ухаживая за рассадой, чувствовал запах свежего земли, а затем, после завершения дел, отправлялся исследовать окрестности. Он наслаждался спокойствием и красотой окружающего мира, наполненного пением птиц и шорохом листвы. Эти прогулки были его оберегом от тяжелых будней. Они давали возможность отвлечься, насладиться тишиной и задуматься о вечных вопросах жизни. Однажды, во время своего обычного прогулочного маршрута, Алексей наткнулся на нечто необычное. В тени большого дерева, среди опавших листьев, он увидел маленький комочек шерсти, который жалобно мяукал. Подойдя ближе, фермер убедился, что это не простая находка, а крепко свернувшиеся в клубок котята, которые были явным образом брошены своими родителями. Их глаза были полны страха, а тонкие голоски лишь подтверждали их беззащитность. Алексей не смог стерпеть такую картину. Беззащитные существа, требующие помощи. Сердце Алексея, полное заботы и любви, не могло остаться равнодушным к этому беззащитному зрелищу, и он аккуратно подобрал котят, нежно обняв их и укрыв в своей теплой куртке. Это было совершенно спонтанное решение, но оно определило дальнейшую судьбу как животного, так и самого фермера. Вернувшись на ферму, где его ждали множество домашних забот, Алексей вскоре обнаружил, как эти брошенные крохи быстро обживаются в его доме. Он соорудил для них уютное место в сарае, наполненное мягкими тряпками и теплом его заботы. Котята по мере роста привязывались к Алексею, становясь его верными спутниками и источником радости. Их игривость и смешные шалости наполняли каждый уголок фермерского подворья. Однако спустя несколько месяцев, когда котята уже превратились в пушистые комки энергии, фермер начал замечать, что с его новыми друзьями происходит нечто странное и необычное. Эти котята, казалось, росли с небывалой скоростью. Они были гораздо больше, чем другие, и выглядели невероятно сильными и ловкими для своего возраста. Их размеры были непропорциональны, а окрас удивлял своей экзотичностью. Мех переливался оттенками коричневого, золотистого и угольно-черного, которые будто плавали, словно поросшие мхом камни в горной речке. Озадаченный и встревоженный, Алексей не знал, что делать с этой ситуацией, и решил обратиться за помощью к местному ветеринару. Его путь к клинике был переполнен вопросами и переживаниями. Ведь что было на самом деле с его пушистыми друзьями? Доктор, взглянув на животных, с открытым ртом произнес, что это не просто обычные котята.
Это манулы, дикие хищные животные, относящиеся к семейству кошачьих, известные правильными чертами и своей ловкостью. Ветеринар объяснил, что манулы крайне адаптированы к жизни в дикой природе, обладая исключительными охотничьими инстинктами. Такие животные не были предназначены для жизни в домашних условиях, их связывать с человеком не рекомендуется. И это обязывало фермера задуматься о будущем этих необычных созданий. Алексею стало страшно от мысли, что он может каким-то образом помешать этим великолепным существам быть тем, кем они предназначены быть. Зная, что манулы все же могут быть проданы за значительную сумму денег, ветеринар предложил Алексею подумать о возможности обогащения. Для него это был серьезный соблазн. Мало кто из фермеров мог похвастаться такой удачей. Ветеринар представлял, что сколько хороших дел можно было бы сделать с такой суммой, как 100 тысяч рублей за одного котенка. Однако, глядя в глаза своим пушистым друзьям, Алексей понял, что, может быть, жизнь с деньгами — это не то, что на самом деле ему нужно. Его сердце переполнилось состраданием, и он вспомнил древние пословицы о том, что животные — это не вещи, а живые создания. В тот момент он решил, что не станет поступаться своими принципами ради быстрых и легких денег. Вместо этого он задумался о том, как лучше всего поступить в отношении манулов. И его решение стало не только моральным, но и подлинно человечным. Алексей принял решение, которое изменило его жизнь и жизнь манулов. Он обратился в заповедник, специализирующийся на охране диких животных, где помогали животным вернуться в их естественную среду обитания. Специалисты заповедника, слушая историю Алексея, с интересом заметили, что каждая забота о манулах была важна, и что они готовы взять на себя обязанность по уходу и реабилитации этих животных. Доктор объяснил, что в заповеднике манулов вырастят, обучат необходимым навыкам для жизни в дикой природе, чтобы они могли стать самостоятельными хищниками. Алексей прекрасно понимал, что это будет нелегкая задача, но он знал, что так поведение его новых друзей будет соответствовать их природе. Он был готов поддерживать связь с заповедником и посещать манулов, пока они адаптировались к новым условиям. Процесс передачи манулов в заповедник оказался трудоемким, но крайне важным. Уход за хищниками требовал аккуратности и понимания их природы. На протяжении нескольких дней Алексей заботился о манулах, следя за тем, чтобы они были готовыми к переезду. Каждое утро он обеспечивал их свежей едой, занимался их социализацией, поддерживая уверенность через ласку и игры. Он даже изучал их повадки и пытался понять, как они приспособлены к охоте. Со временем котята стали меньше привязываться к человеку, становясь более самостоятельными и уверенными в себе. И когда пришло время передать манулов в заповедник, на сердце у Алексея было тепло и радостно. Он был уверен, что это правильный шаг, так как понимал, что теперь они имеют шанс на счастливую жизнь. Специалисты заповедника взяли на себя заботу о животных и пообещали подготовить их к естественной жизни в дикой природе.
Алексей наблюдал, как эти пушистые красавцы уходили в новый мир, полный возможностей и приключений. Он знал, что манулы снова будут свободны, и, вдыхая свежий воздух Забайкалья, они вернутся к своим диким корням, находя увереннее в своих охотничьих инстинктах. И хотя расставание было тяжелым, фермер ощущал удовлетворение от того, что поступил правильно, и теперь его доброта поможет им пережить. Местные жители, узнав о его щедром поступке, вскоре стали гордиться Алексеем, считая его героем и вдохновением. Его история распространилась по округе, обрастая новыми подробностями и удивительными слухами. Об этом говорили на ярмарках, обсуждали в магазинах и пересказывали детям у вечернего костра. Алексей стал не просто фермером, а настоящим защитником дикой природы, олицетворением доброты и человечности. Он продолжал свою жизнь, но теперь осознавал, что его отношение к природе и ее обитателям изменилось навсегда. На его дворе теперь стоял деревянный ящик, в который он собирал средства для помощи дикой природе и заповедникам. Это решение не только позволило Алексею развивать свою ферму, но и делать что-то великое для природы. С каждой копейкой, каждый раз, когда он поднимал ее, он чувствовал, что помогает создать лучшее будущее для животных. Занимаясь фермерством, он также включил в свою жизнь образовательную программу для местных детей, рассказывая им о важности сохранения дикой природы, о том, как заботиться о животных и уважать их жизнь. Алексей понял, иногда настоящая ценность не в материальных благах, а в том, что ты можешь сделать для тех, кто не может позаботиться о себе сам. Он стал хранителем леса, и через годы его добрые дела продолжали нести волну доброты и заботы о природе. Заключив круг любви между собой и миром вокруг, он осознал важность своего предназначения как защитника дикой природы, а его именем вдохновлялись многие другие, продолжая движение к лучшему миру для всех существ на Земле.